Мы любим истории. Плохие, хорошие, интересные и не очень. Любим комедии, трагедии, трагикомедии, боевики, криминалки, документальные фильмы, сериалы, мультфильмы, аниме с тяжелыми, глубокими или с поверхностными и юморными персонажами. Суть в том, что мы любим истории. Но вам не кажется, что мы как будто смотрим за стеклянной тюрьмой? Мы видим эти сюжеты, проживаем их, но не участвуем. Не можем почувствовать себя в шкуре героев. Не можем почувствовать того давления, которое чувствует герой какого-нибудь сёнэн аниме. Оно часто раз в 100 больше, чем у персонажей Достоевского. Кто-то может возразить: а как же совершенно свежий жанр искусства в лице игр? Там ты буквально и есть герой. И я согласен, лишь отчасти. Несмотря на огромную глубину игр как истории, в их архитектуре есть небольшое упущение. Мы не можем кастомизировать опыт полноценно. Нас садят в шкуру главного героя, дают паттерны поведения. Ты можешь делать это, но не можешь делать вот это. И не потому, что разработчик поленился, хотя, будем честны, так бывает часто. Я скорее про то, что мы не можем вырваться за скриптовые решения. Всегда будут ограничения. В кино, в анимации, в играх. Но ведь должен быть какой-то совершенный метод эскапизма, синтезированный где-нибудь глубоко в древних лабораториях алхимиками-задротами. И, конечно, он есть. Имя ему НРИ. Настольно-ролевые игры. Но вот когда ты рекламируешь человеку НРИ системы, он себе все это представляет, а потом видит, как 5 плотных чуваков зависают в 13 квадратных метрах и кидают странных форм кубики, вечно пересчитывая какие-то значения. Именно это и есть ограничение НРИ, особенно для людей невовлеченных. Типа, вот представьте, вы пришли в ожидании эпика, а вам всучивают лист на 400 строк каких-то характеристик и говорят просканить пару десятков книг с миллиардом правил. И тут надо немного отойти в сторону. Как я уже сказал, ограничение большинства известных нам форм искусства, кино или мультипликация, заложено не столько в проблемах сюжета или недочетах режиссера, а в том, что мы физически не способны оказаться в шкуре главного героя. Это не значит, что мы не можем его понять и почувствовать. Нет, вы бы знали, как я задумался о жизни, первый раз прочитав того же Берсерка или Бродягу. Вон у меня сколько видеороликов по этому поводу. Но решает это ограничение посредством максимальной реалистичности происходящего. Ты видишь кровь, ты видишь такого же человека за экраном, и зеркальные нейроны, хочешь не хочешь, будут отплясывать плотный брейкданс. Чтобы ты начал сопереживать персонажу, даже если он гнида. Игры углубляют этот опыт, позволяя нам героем управлять. А вот НРИ позволяют нам быть героем. Если в игре ты ограничен скриптом или этикой студии разработчика, то в Dungeons and Dragons ты буквально свободен. Чтобы вы кратко поняли контекст. В ДНД есть мастер, он бог мира, в котором существуют персонажи. Он манипулирует материями, меняет ход бытия и имеет абсолютную власть как над игроками, так и над сюжетом. А вы, беря на себя роль игрока, соглашаетесь даже с самыми экзотическими правилами. И возвращаясь к моей метафоре с 5 потными мужиками в одной комнате. С виду все действительно так, но, как и в любой иной форме искусства, эта комната может превратиться в какой-нибудь драконий замок, только если вы поверите в реальность собственных фантазий. Человеческая психика невероятно пластична в этом смысле. Вы можете поверить, что вы Человек-паук, который сражается с суперзлодеями, и, возможно, вас даже не закроют в дурку. Ну, не сразу, по крайней мере. А теперь представьте, что бурная людская фантазия облекается в конкретные правила, которые дают выдуманному потоку мыслей фундамент. А когда у чего-то есть правила, и что главное, этим правилам следуют, мозг начинает играть совсем в другую игру. Немножко магии, и вот потная комната на 13 квадратов в не самом лучшем районе города превращается в эпический замок, где демоны прорвали портал и вот-вот пробьют последний людской барьер защиты. И так, слой за слоем, мастер, будучи архитектором истории, создает реальный мир. И чем больше вы в нем проводите времени, тем реальнее он становится. Я не открою Америку, если скажу, что мы живем в не очень простое время. Да что уж тут, пиздец в какое тяжелое. И именно поэтому обнажилась потребность в подлинном, чистом как сахар мистера Уайта, эскапизме. Когда ты уже не житель страны N, в которой структура J ограничивает все подряд, а ты просто, не знаю, ебучий волшебник с деменцией на скейте,
Ну, это совсем экзотический пример. Или, скажем, ты рыцарь, который спасает принцессу. Ну или гоблин. Когда среди прочих людей в твоем кругу обнаруживается еще пара-тройка таких же эскапистов, как ты, которые хотят просто отвлечься и, что главное, готовы сделать это через НРИ, вы буквально возводите мысленный барьер. Отсекаете реальный мир на пару вечеров, чтобы просто не сойти с ума. И другой аспект, который мне в ДНД безумно нравится, так это пластичность. Ты на самом-то деле не ограничен сеттингом а-ля «Дракон украл принцессу». Ты можешь создать мистический остров с мрачными загадками, можешь сделать хай-фай киберпанк или подлинное deep dark fantasy. И это еще не говоря о сюжете, который мастер может крутить как хочет. И закрепляя этакий социальный контракт, когда вы впервые доверяетесь этому необычному хобби, в какой-то момент этот упорный рационалист, хозяйствующий в голове, начинает отступать. Он отходит, смотрит на это все дело и в какой-то момент растворяется. НРИ лучше всего подсвечивает главную человеческую особенность – умение верить в то, чего нет, и то, чего быть не может. Фантазия, которая является океаном, из которого все великие умы черпали вдохновение, очень хорошо подсвечивается форматом НРИ. А уж если ваши игроки по-настоящему вкладываются в своих персонажей, то в какой-то момент стена исчезает. Она стирается, пропадает то ограничение, которое твой рационалист возвел. В этом есть какой-то детский восторг, когда ты спрашиваешь у мастера: а я могу прямо сейчас прописать оплеуху королю и ускакать на коне задом наперед, напевая а мастер тебе отвечает просто: кидай на харизму, ну или на мудрость, там смотря что за сюжет. И еще более глубокий слой НРИ заключается в подлинной рефлексии над собой. Когда вы прорабатываете своего персонажа, то вкладываете очень маленькую частичку своей души, характера или мировоззрения, чтобы этот персонаж прожил историю. Вы в каком-то смысле, как бы это странно ни звучало, дарите новую жизнь. И за ней даже не надо ухаживать в 18 лет, потому что она вполне себе может свидеть в первой сессии от больной крысы. Всякое бывает. Это не значит, что когда вы создаете персонажа, вы будете часами рефлексировать над проблематикой этого героя. Вовсе нет. Вы можете сделать персонажа шутку. Просто потому что вы так захотели. Или сделать шаблонного рыцаря. Но когда вы запомните его имя, когда вы почувствуете его этические грани, характер, речь, именно в этот момент вы поймете, что создали нечто большее. У персонажа будет свой путь. Возможно, трагичный, а возможно, комичный. И, что главнее, ДНД — это идеальный социальный клей. Вы видите своих друзей или просто знакомых в совершенно новом амплуа, в котором бы вы никогда не увидели их в реальности. Ну вот, например, серьезный мужчина. Не знаю, работает 5 на 2 на заводе, а создает гоблина, который... В общем, вы поняли, надеюсь. И вы не один варитесь в этом соку эскапизма. У вашего персонажа есть обязательства, у него есть мотивация. Более того, у него есть... Как же я долго хотел это сказать? Нарратив. И когда он сталкивается с другими героями в паутине интриг и хитросплетений, созданных мастером, это превращается в нечто большее, чем в игру. В самое настоящее приключение, которое вы создали, сидя в потной хате на 13 квадратов, используя только свою фантазию. Привет, я мастер, игрок и просто задрот, которому точно есть что сказать по теме. Меня зовут Бардис, и я частенько вел игры по ДНД. Ты вполне можешь подумать после услышанного только что что-то вроде «Окей, еще один чувак в интернете продает мне очередную форму эскапизма». Их и так полно. Но я не умею придумывать истории, и я не актер. Я тебя прекрасно понимаю. И именно поэтому Паша до сих пор не сделал полноценное видео про ДНД. Павел Калашников рассказывал про нарративы, про сюжеты, про берсерк, про то, как делать истории интересными, а про самую интерактивную историю на свете до этого момента была тишина. Во многом потому, что объяснить феномен настольно-ролевых игр человеку со стороны очень сложно. Это как объяснить зеленый цвет дальтонику. Словами не передать. Но мы с ним решили, ладно, попробуем. Самая главная проблема ДНД — это не правила и не рандом кубиков, а то, что это просто страшно и волнительно. Страшно выглядеть дураком перед людьми за столом. Страшно, что твой персонаж умрет из-за глупой ошибки. Страшно, что ты не знаешь, как отыгрывать речь или каких-то правил.
Но я тебя обрадую. Этот страх исчезает примерно через минут 15-20 после того, как ты в первый раз сел за стол. Потому что все вокруг заняты тем же. Ты просто забываешь бояться, что можешь сделать что-то не так. Сейчас я всем, кто думает, что настольно-ролевые игры это для ботанов в подвалах, объясню немного базы. Ты уже умеешь в это играть. Ты просто об этом еще не знаешь. Все мы, люди, очень похожи в своих потребностях и закономерно логичных, последовательно исходящих из них тенденциях в поведении. Даже если ты предельно жесткий, настоящий мужчина, всегда кушаешь всю кашку, не боишься серию смешариков с рабоняней, а вид Гатса из Берсерка уже буквально не отличаешь от зеркала, прокручивая в голове что-то вроде «Черт возьми, это же буквально я!» Тебе, скорее всего, тоже бывает интересно погрузиться в некоторого рода более приятные миры, чем тот, что тебя окружает. Однако ты не выбирал, где и кем родиться, не выбирал, в каком окружении и ввиду каких факторов формируешь себя тем, кто ты есть. А именно, естественно, турбо-гигачадом, который точно знает, что лучшая манга в мире это, конечно же, Берсерк. и все же, даже в тебе есть что-то неизведанное. Хочется пощупать разные грани своего разума. Потенциал мозга хранит намного больше, чем любая игра или фильм. Смотри, простой пример. Ты читаешь крутую книгу. Или проходишь игру с жирным сюжетом. Ты переживаешь за персонажа. Тебя пожирает история. Ты не хочешь, чтобы она кончалась. Ты хочешь залезть в нее поглубже, потрогать, ощутить. Так вот, такая возможность есть. И была всегда. Для этого не нужно есть галлюциногенные грибочки. Ну, можно и так, конечно, но это немножко не то. Твой мозг самый мощный движок визуализации на свете. И все, что ему нужно для запуска, это правила, мастер и атмосфера. Потребность уйти в эскапизм появляется не на пустом месте и остается актуальной всегда. И ничто не справляется с этой задачей лучше, чем настольно-ролевые игры. Наверняка у многих имеется такое коллективное воспоминание. Помнишь, в детстве обещали игру, где можно зайти в любой дом, поговорить с каждым прохожим и делать вообще что угодно. Такую игру будут делать около 50 лет. Нужны будут миллиарды долларов, чтобы воссоздать это. Следовательно, цена будет около 1 000 000 рублей. И причем обещал не кто-нибудь, а твой друг, который с горящими глазами говорил, что это реально правда, я в нее играл. Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да, поверил, да, я поверил, да, а шо, да, я, да, поверил, да, я, а шо. И ты неизбежно сталкивался с разочарованием, потому что картинка в голове была неизбежно лучше любой игры. Но сейчас я спешу тебя обрадовать. Та самая игра существует. В нее просто играют не дети, а потные задроты, потому что перед тем, как кайфануть, надо прочитать книжку правил. Настольно-ролевые игры дарят бесконечное количество ситуаций и действий в них. Это развлечение для людей, которые осознанно идут в абстракцию, то есть для людей не глупых. Но, по моему опыту, любой человек с минимальной фантазией ныряет туда без особых проблем. Самая, так сказать, народная система настольно-ролевых игр – это подземелья и драконы. У нас с Пашей опыт НРИ основывается именно на этой игре, в силу ее популярности и относительной простоты. Если коротко о том, что из себя представляет ДНД, это коллективная история, которую вы придумываете на ходу. Вот, например, коридор подземелья, по которому вы крадетесь, узок и неровен. Факел в ваших руках, как единственный источник света в кромешной тьме, шипит, роняя капли смолы на заплесневелый булыжник. Вокруг пахнет вековой пылью, влажным мхом и чем-то отдаленно напоминающим гнилое мясо, оставленное в сыром погребе. Впереди резкий поворот, из-за угла льется слабое, гнилостно-зеленое свечение каких-то глубинных грибов. В этой призрачной подсветке вы видите, как колеблется тяжелая завеса паутины. И вдруг тишину разрывает хруст. Это звук ломающегося камня. Стена справа от поворота вспучивается облаком каменной крошки и пыли. Из клубящейся мглы, словно разъяренный медведь, из берлоги вываливается он. Это самый настоящий тролль. Гора зловонной, бугристой плоти, покрытая шрамами, в которой копошатся пещерные мокрицы. Его шкура цвета болотной тины. Нос у него длинный, резиновый, почти черный на конце, нервно подрагивает, втягивая воздух с громкими хлюпающими звуками. Он разъявил пасть, полную кривых, словно обломки надгробий зубов. Из глотки на вас пахнуло жарким смрадом полупереваренной плоти.
Его маленькие, налитые кровью глазки бешено бегают, но взгляд тут же фокусируется на самом большом источнике света – вашем факеле. Когтистые лапы сжимаются в кулак, с зазубренных когтей свисают ошметки кольчуги предыдущего гостя его владений. Тролль делает шаг в вашу сторону, пол под вашими ногами ощутимо вздрагивает, камни скрежещут, его грудь вздымается, а из глотки вырывается низкий, утробный рев, от которого вибрирует воздух в ваших легких и дребезжит застежка на рюкзаке. Он заносит тяжеленную лапу для удара, в вашей голове проносится мысль: это конец. Время словно замирает. Что вы делаете? И здесь нет правильного ответа. Вы не выбираете из предусмотренных вариантов. Вы всегда придумываете свой. Говорите об этом мастеру и кидайте кубик. В зависимости от того, что выпадет, он, в соответствии с правилами, решает, что произойдет. От этого зависит, попадете ли вы кружкой в лоб троллю, споткнетесь ли вы в попытке убежать, или все-таки сможете достаточно убедительно пригласить его на свидание в эту прекрасную теплую ночь, дабы согреть сердца друг друга. Как бы там ни было, важная мысль, которую нужно держать в голове, если вы все-таки соберетесь поиграть, здесь нет цели пройти игру. Вы не должны пытаться обыграть мастера. Во-первых, у вас просто не получится. А во-вторых, в этом действительно нет никакого смысла. Цель – узнать, чем закончится ваша история. Проиграть просто нельзя. Можно случайно поджечь таверну, разозлить стражу, подружиться с троллем или даже отдать концы, но это не поражение, а просто логичное развитие вашей личной истории, которую вы написали целиком и полностью самостоятельно. Я был мастером на наших самых первых попытках прикоснуться к настольно-ролевым, и это настолько невероятный и уникальный опыт, что я смело советую попробовать поиграть в настольно-ролевые вообще всем живым и разумным существам на планете Земля. Причем и в роли игрока, и в роли мастера, ведь мастер – это человек, который полностью контролирует все происходящее. Бывает, фантазируешь что-то, придумываешь какие-то истории, интересные концепции, и хочешь, чтобы эти фантазии стали больше, чем просто бледная картинка в твоей голове. Когда ты мастер, весь мир – твой инструмент, твоя игрушка, твой продукт. А когда в него начинают верить еще и игроки, это становится чем-то важным, настоящим. Говорить об этом можно почти бесконечно. Однако я здесь не для подробной исторической справки, а скорее для того, чтобы очертить в умах мало посвященных в теме людей данный феномен. Так что не будем уходить в дебри того, как в Америке эта игра, а вместе с ней и культура вокруг нее формировались. Из-за таких вот бургерных корней ДНД вместо нормальной метрической системы использует проклятые футы и дюймы. Но привыкнуть к этому вполне себе можно. Да и никто и не обязывает использовать именно эту систему мер. Скажем только, что репутация у настольно-ролевых была довольно-таки мрачненькой. Людям свойственно не принимать то, что понять они не в силах. Но там ситуация доходила до откровенного абсурда и страха перед самыми безобидными задротами, которые на улицу-то лишний раз не выходят. Это автоматически превращало хобби в, так сказать, нишевое, только для своих. Однако можно заметить такую интересную вещь, что несмотря на это, многие медиа так или иначе вдохновлялись или отсылались на Unreal или ДНД в частности, что сделало из него очень громкий феномен. Вот из самых известных и прямолинейных примеров можно вспомнить игрульку Baldur's Gate 3, про которую на канале у Павла Калашника был даже отдельный видос. Это самое прямое, чем можно тыкнуть, потому что там буквально вселенная и правила ДНД натянуты и адаптированы под говнушку на компьютер. Но не все примеры такие очевидные. Вот можно вспомнить какой-нибудь там World of Warcraft. Разработчики тоже угорали по настольно-ролевым. Ну, может, не настолько напрямую, как Baldur's Gate, но тем не менее. Киберпанк вот вообще вытек из отдельной настольно-ролевой системы, которая так и называется. Десятки, если не сотни известнейших медиапроектов уходят корнями в, казалось бы, нишу и крайне задротскую тему. Но не все готовы тратить время за столом с дайсами. Кому-то неловко, кому-то это кажется странным, но все хотят почувствовать то же, что и люди, которые это делают. Умные дядьки, которые занимаются созданием игр или фильмов, так или иначе тоже за темочку подшарили. Потому что когда дело доходит до создания некоторой интеллектуальной ценности, вроде игр или фильма, глупо игнорировать самый богатый на эмоции и смыслы способ уйти от реальности.
Это все равно, что игнорировать сыр при приготовлении пиццы. Мы играли в ДНД много раз, и Паша, соавтор этого видео, был моим игроком, и его персонажи отдельный сорт кайфа. Можно даже сказать, что это некоторого рода компромат, если рассказывать весь контекст целиком. Тем не менее, в подобных играх неизбежно появляются многие идеи, локальные мемы и просто забавные ситуации, которые интересно вспоминать и интересно рассказывать. И поскольку Павел Калашников ведет канал, рассказывая всякое о разного рода историях и нарративах, будет справедливо, если я поделюсь его собственными. Начнем с настоящей жемчужины его разума. Барди Бо. Туповатый жирный дядька с бородой. Варвар. Концентрированный уберменш без тормозов, но с топором. Барди Бо не умел читать, не понимал законов, зато отлично понимал язык дубины. Видишь гоблина – бей гоблина. Гоблин спрятался за дерево – бей дерево. Он бил всех несогласных и удивительно хорошо вписался в общество тупых орков. Но это еще не все. Однажды Бардибо встретился позолоченный дьявольский череп, который пообещал ему сделать его намного круче. И ничего не подозревая, Бардибо тут же с ним подружился без каких-либо вопросов и начал приносить жертвы. А вообще история его становления предсказана в моем видосе о начале нашей партии. Добавить сейчас хотелось бы только то, что он закончил буквально как Торфин из Винланда. Ушел в поля и забыл про кровавое прошлое. Потом был Спэнк, мать его, Задира. Это гоблин-хиллер с сущностью стендапера. Он пережил конец света в магической спячке и вышел оттуда с одной единственной травмой – отсутствием фильтра между мозгом и ртом. Но тут отдельным золотом является его предыстория, ведь до этого самого конца света он работал на племя орков отдирателем горючек с пяток, и его прозвали Задирой за то, что он, несмотря на это, очень любил подшучивать над этими самыми орками и не был тут же расплющен исключительно потому, что он казался им весьма смешным. А его мать, например, была не столь удачливой. Как-то она сварила оркам суп, который им не шибко понравился, и тогда эти орки скинули саму его мать в суп и сварили, дав попробовать Спэнку, мать его, Задире. И Спэнк Задира действительно очень расстроился от этого, но не из-за того, что он съел свою мать, а потому что суп был реально невкусным. Самое точное описание Спэнк Задиры – это таракан с чувством собственного достоинства. Еще был кобальт по имени Златотрах, но про него я рассказывать не буду. Имя само по себе достаточно красноречиво, а еще я не уверен, что о таком разрешено говорить на ютубе. Ну или вообще вслух. Зато я расскажу об этом в своем телеграм-канале, только для настоящих ценителей. А однажды он отыгрывал нейтрального пута-эльфа, крайне высокомерного. И этот эльф был частью пиратской команды. Его звали Рошоу. И капитан решил его наказать, заставив драить палубу. Это было страшным оскорблением для тонкой эльфийской натуры. И поэтому Рошоу решил отомстить капитану. Он действительно взял в свои руки швабру, но совсем не для того, чтобы драить палубу. Он прокрался в каюту капитана, пока тот спал, и продырявил его капитанское дупло этой самой шваброй, чтобы сделать персонажа капитана глубже. С тех пор он был капитаном черной пучиной. Все эти персонажи рождались за столом, и каждый из них, как бы это смешно не было, хранит в себе кусочек души игрока. Поэтому, когда ты играешь в ДНД, ты не просто кидаешь кубики, ты переживаешь жизнь одной из частичек тебя. И вот к чему я веду. Мы все хотим одного и того же, чтобы приключения были настоящими, чтобы можно было совершить ошибку и умереть по-дурацки, но чтобы это стало легендарным событием, чтобы над твоим персонажем смеялись и через год, просто вспоминая ту самую игру, чтобы ты сам искренне смеялся, когда кто-то просто дает волю своей фантазии. Никто не собирается тыкать тебе сложные формулы и душные правила. ДНД – это просто возможность уйти от реального мира, оставить все свои проблемы, сесть с живыми людьми и представить, что ты можешь то, о чем и не мечтал. Ты можешь все, и знаешь что? Ты действительно можешь. Не надо бояться, что не знаешь правил. Не надо думать, что это сложно. Собери друзей, купи пару дайсов и сделай кого-нибудь мастером. Если мастера нет, станем сам. Я серьезно, это не страшнее, чем сварить пельменей. А если друзей нет, ну, знаешь,
Чем больше я смотрю на людей вокруг, чем больше общаюсь, тем больше понимаю, что многие хотят, но боятся поиграть в ДНД. Смотивируй их. Поищи в своем окружении таких людей. В конце концов, даже у Барди Бо была партия. Поэтому вот что я предлагаю. Собери свою группу, сделайте персонажей, решите, кто будет мастером, и просто попробуйте. Ты будешь тем, кто решит, как сложится ваше приключение. И просто посмотри, чем кончится эта история. Потому что в конце концов, любая история стоит того, чтобы ее рассказать. Даже если в ней не будет ни одного фаербола. Хотя, ладно, фаерболы точно будут. Черный замок, серый пепел, я из трещин между веков. Пламя лежит, ржавый жезл, кровь на кромках моих слов. Сердце камень, жилы, цепи, шрамы жгут, но мне тепло. Если ад откроет двери, я вхожу как в свое гнездо. Клинок над бездной режет вены мира. Эй, дай мне войну.